Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим идеальное тесто, которое отлично подходит для выпечки основы для тартов или же для тарталеток. Тесто получается хрупкое, рассыпчатое, нежное, и в то же время оно не теряет свою форму во время выпечки. Поэтому с легкостью можно выпекать основу без груза. Это во многом значительно облегчает жизнь кондитера. Если вы также хотите приготовить идеальные тарталетки, добро пожаловать ко мне на кухню. Замешивать тесто буду в чаше блендера с ножами. Также такое тесто можно замесить с помощью миксера, насадкой, весло или лопатка. Помещаю 250 граммов муки в чашу. Добавляю 100 граммов сахарной пудры. Я буду использовать соленое сливочное масло, поэтому соль не добавляю. Если же масло не соленое, добавляем около 2 граммов соли, где-то 1/3 чайной ложки. И также сливочное масло, нарезанное кубиками. Масло у меня жирностью 80%, 125 граммов. Масло предварительно подержала в холодильнике в морозильной камере около 10 минут. Измельчаю все в мелкую крошку. Работать необходимо в импульсном режиме. Вот такая масса должна получиться. Она будет напоминать мокрый песок. Затем беру одно яйцо и взбалтываю с помощью вилки. Вливаю яйцо в мокрую крошку. И снова все перемешиваю до образования комка теста. Все, тесто соединилось, больше вымешивать не нужно. Вот такое вот тесто получилось. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента. Действуем быстро и отправляем его в холодильник на часа 2-3. Раскатывать буду с использованием длинной скалки и 2 направляющих. Это у меня вырубки. Можно использовать 2 деревянные линейки. Раскатываем тесто до толщины 2-3 мм. Помещаем его на доску и отправляем в холодильник. Как я уже сказала, на часа 2-3. И точно так же поступаем со вторым кусочком теста. Охлажденное тесто достаем из холодильника. И теперь нам понадобятся кольца для тарталеток. И помещаем на тефлоновый коврик. Нарезаем тесто на полоски. Удобно это делать ножом для пиццы. И помещаем тесто в тарталетки. И излишки теста легко срезаются ножом в обратном направлении от себя. Подготавливаем все формочки, которые у нас есть. У меня это 6 штук всего лишь. Если у вас больше, сразу готовьте больше. И отправляем в холодильник, чтобы они хорошо охладились. Делать нужно все быстро, чтобы тесто не успело таять. В холодильнике будем держать подготовленные тарталетки 1-2 часа. Корзиночки охладились.
И сразу же отправляем их в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаю корзиночки до готовности. У меня на это ушло 25 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Они должны стать золотистыми. Слегка зарумяниться. Вот такие красивые корзиночки, тарталетки у нас получились. Они ровненькие, очень красивые. И точно так же поступаем со всем остальным тестом, выпекая тарталетки. У меня получилось 16 корзиночек из всего количества теста. Диаметр колец у меня 7 сантиметров.